Всем привет! Сегодня у меня большой день. Наверное, уже по названию поняли почему. Сейчас едем за новым автомобилем. Какой автомобиль будет, я еще не решил, если вы увидели в названии или нет. Но сейчас его я вам покажу. Будет максимально интересный для меня автомобиль и, надеюсь, и для вас. То есть с помощью него сможем делать очень интересный контент. Так что смотрите дальше, будет интересно. Короче, я его уже вижу. Вам не показываю, но машина уже... Царапайте там мой автомобиль. В шоке, какой красивый. Что, все пришли покупать в один день со мной? Ну что, как вам такой аппарат? Короче, просто идеально. Еще как-то вообще не верится, что это мой автомобиль. Ну как мой? Нужно еще его оплатить, поставить на учет, и потом он будет полностью моим. Но это скоро будет. Сегодня это сделаем. Все, оплатили. Сейчас едем его записать на мое имя. Кстати, вот он. Как вам такой красавец? Отличный. Короче, 3 километра на борту имеет, абсолютно новый. Все, поедем заправим автомобиль. 95-м. Главное, чтобы не дизель, как в Мерседесе. Это первые, метры нельзя сказать, потому что я ее загнал на техосмотр, но первые такие метры уже с номерами совсем. То есть машина полностью можно сейчас ей пользоваться. Блин, какой кайф. Зеркала не настроили, конечно. Даже не знаю, как настраиваются эти зеркала. Ну вот, прошли 2 недели. Сразу хочу извиниться за звук, потому что, возможно, не везде было очень хорошо слышно, но из-за эмоций, наверное, я вообще забыл про микрофон. Короче, за эти 2 недели я катался только на Джимни. То есть про Мерседес не то, что забыл, но просто его оставил и специально катался только на нем. Во-первых, из-за того, чтобы сделать обкатку, а во-вторых, мне просто было интересно. Машина новая и хотелось бы что-то новое попробовать постоянно, каждый день. Могу сказать, что за эти 2 недели автомобиль совсем не разочаровал. То есть, возможно, это из-за того, что я изначально знал, к чему иду. То есть автомобиль, он специфический, не надо ждать тут хорошей шумоизоляции, хорошей управляемости и так далее. Он своеобразный, я этого знал. Поэтому абсолютно во всех нюансах он меня устраивает и он мне нравится. Да, эмоции прошли,
но все равно каждый день я сажусь, еду на работу, то есть везде, где мне нужно, с улыбкой. Машина реально доставляет удовольствие. В нюансах, что мне нравится, что мне не нравится, я об этом, наверное, сделаю отдельное видео, потому что есть очень много нюансов, о которых, наверное, должен знать человек, который садится после обычного среднего автомобиля на Jimny. То есть их очень много, но о них я расскажу в других видео. Дальше все по плану. Покупаем колеса, делаем обкатку до 2000 километров. Наверное, куплю какую-то переносную лебедку и катаемся, делаем контент, наслаждаемся автомобилем. По поводу колес. Я еще не решил, что буду делать. Изначально хотел один комплект АТ резины, Road Cruiser RA 1100, к примеру, чтобы его использовать круглогодично. Даже зимой, потому что зима у нас очень слабенькая. Если есть там 10 дней в году снег, то это еще хорошо. А в остальном температура около нуля, может быть даже выше. Поэтому мне показался этот вариант самый удачный. Но мой друг, у которого был Jimny, который вы видели на моем канале, он сказал, что из своего опыта рекомендует только МТ, потому что в остальных случаях он вообще не понимал, зачем все эти АТ и так далее. Поэтому есть еще мысль купить МТ. Но МТ есть такой минус, что у нее нету снежка, то есть ее использовать зимой как бы проблематично. Поэтому посмотрим. Вы пишите в комментариях, что вы рекомендуете, учитывая, конечно, этот климат или эти условия, которые я вам сказал. Будет интересно почитать, может, что-то из этого выберем. И еще у нас, да, есть очень такой неприятный момент. Страна у нас маленькая и очень маленький выбор АТ, МТ резин. То есть, если что, нужно их откуда-то из другой страны заказать. Пишите свое мнение о моем выборе, что вы думаете вообще об этом автомобиле, сделал я правильный или нет выбор. И не забудьте подписаться на канал, и всем пока.